Всем привет, с вами Артем. Сейчас мы сравним производительность достаточно интересных процессоров. Это Ryzen 5 2600 4 ГГц и Ryzen 7 1703 9 ГГц в играх и бенчмарках. R7 у нас версия Pro, но в данном сравнении это никакой роли не сыграет. Интерес такого сравнения подогревает то, что на БУ рынке эти процессоры стоят практически один в один, и возможно кто-то уже выбирал между Zen Plus 6 ядер или все-таки Zen 8 ядер. Постараемся сегодня разобраться, по крайней мере в нашей интерпретации, с данной конфигурацией и в конкретных играх и бенчмарках, какой процессор является на данном этапе золотой серединой. По памяти у нас частота чуть выше 3 ГГц, это 3066 МГц, всю остальную инфу вы можете видеть на своих экранах. Настройки в играх в основном максимальные, разрешение 1280 на 720. Результаты на диаграммах это чистый прогон бенчмарка FPS без захвата и оверлея. Есть погрешность с видео. Сейчас произнесу страшное словосочетание, после которого обычно на смартфоне делается двойной этап, но все же. Перед началом теста загляни к нам на ресурс, у нас там есть спецификации процессоров, материнский плат и форум, на котором можно задать интересующий вопрос. После регистрации у тебя будет достаточно продвинутый личный кабинет с возможностью заводить друзей, личные чаты, общие чаты и много другое. В общем, есть много инструментов для взаимодействия в сообществе по интересам. Так что на досуге забегай, очень будем тебе рады. Первый проект у нас это Lara. Средняя частота кадров по всему бенчмарку 103 на 103, полный паритет. Есть моменты, где процессор имеет небольшую разницу, но в целом картина равна. Несмотря на то, что оверлей показывает разрешение 1080, на самом деле это 720. GTA 5 средняя частота кадров 99 на 110. Напомню, настройки выкручены в максимум, сглаживание MSAA двухкратное, дополнительные настройки отключены. По последнему эпизоду с машиной видно, что в среднем 5 плюс кадров забирает 1700 Ryzen. Hitman 2 средняя частота кадров 86 на 84. Несмотря на то, что оверлей с захватом налаживают небольшую погрешность в данном тесте, мы можем видеть, что Ryzen 2600 все-таки немного впереди. В PUBG у нас средняя частота кадров 174 на 176. В данном тесте в отдельных моментах мы уже понемногу сталкиваемся с максимальными возможностями нашей видеокарты. Но в целом видно, что 1700 немного опережает своего оппонента. Dota 2 средняя частота кадров 168 на 155, напомню, разрешение в игре 1080, и R5 опережает R7, скорее всего из-за более высокой тактовой частоты. Watch Dogs 2 средняя частота кадров 73 на 70, что в целом конкретно в данном проекте можно считать максимально похожим. Также заметно, что R7 немного свободнее себя чувствует.
Обитель зла 2. Средняя частота кадра 161 на 165. Как было уже ранее замечено, данная игра очень отзывчива к тактовой частоте процессора, что и как раз выражается в наших результатах. Война миров Z, средняя частота кадра 124 на 125, что можно считать аналогичным. И последний на сегодня проект — это Stalker Зов Припяти Benchmark, результаты которого мы посмотрим немного позже. Вот такие получились результаты. Можно в целом считать из представленных тестов, что в играх эти процессоры очень похожи. Но в отличие от Ryzen 5 2600, Ryzen 7 1700 имеет очень неплохой бонус в рабочих задачах, где шестиядерник уступает. Так что вам, если нужно и поработать, и поиграться, 1700 очень неплохой вариант. Но это мое субъективное мнение. А что вы думаете по данным процессорам? Напишите в комментариях, будет интересно почитать. Может, у кого-то был опыт смены 1700 на 2600. Огромное вам спасибо за просмотр. Поддержите, пожалуйста, пальцем вверх, это очень мотивирует. На этом буду заканчивать. С вами был Артем. Не болеем. Всем добра.